Приветствую вас на канале Food Court. Сегодня я хочу показать вам рецепт приготовления варенки в домашних условиях. Это обычная вареная колбаска. Такая колбаска подойдет в салаты, на бутерброды. В составе этой колбаски нет ничего, кроме мяса. В этот раз я приготовил вареную колбаску из свинины и курицы. И в этом видео я покажу вам простой, понятный пошаговый рецепт, как своими руками дома приготовить колбасную эмульсию и провести тепловую обработку и получить вот такую прекрасную вареную колбаску у себя на столе. Друзья, если вы смотрите это видео без подписки, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, поделитесь в социальных сетях. Это поможет мне в продвижении моего канала. Для приготовления вареной колбасы я взял два вида мяса. Нежирная свинина, здесь у меня 1,5 килограмма. И у меня мясо бедра курицы, тоже 1,5 килограмма, то есть пропорции 50 на 50. Мясо у меня прошло предварительный посол. Свинину я посолил из расчета 2%, то есть 20 грамм на килограмм. Нитритная соль 0,6% нитрита натрия пополам с обычной солью, а курицу я посолил 16 грамм из расчета на килограмм, 50 на 50 нитритная соль 0,6% содержания нитрита натрия и обычная поваренная соль. Мясо солилось 72 часа. В этом рецепте я использую сырое яйцо. Здесь у меня 3 яйца из расчета 1 яйцо на 1 килограмм. Здесь я также использую молоко, оно подморожено, из расчета 10% от веса мяса, то есть 100 мл на 1 килограмм. Кроме этого я использую здесь набор специй. Перец белый молотый из расчета 3 грамма на килограмм, кардамон полграмма на 1 килограмм и молотый мускатный орех полграмма на 1 килограмм. Кроме этого, для удержания влаги я добавляю по этой рецептуре пищевой фосфат из расчета 2,5 грамма на 1 килограмм фарша. Подробное описание расчета специй, соли вы найдете в описании к этому видео. В качестве колбасной оболочки я буду использовать целлюлозную оболочку диаметром 80 миллиметров. Длина такой одной оболочки я нарезал 40 сантиметров. Ну и мне потребуется колбасный шпагат для упаковки и перевязки колбасных батонов. Теперь необходимо перекрутить мясо на мясорубке с решеткой 5 мм. Я буду дважды перекручивать фарш, поэтому фарш предварительно подморожен. Мясо должно быть низкой температуры, это главный принцип составления фарша для вареной колбасы. Температура мяса идеальная, это 2-4 градуса. Температура фарша при составлении не должна превышать 6-8 градусов. Перекрученное мясо свинины и курицы я упаковываю в zip-пакеты. Вот так вот разравниваю плоским образом и отправлю его сейчас в морозильник для того, чтобы подморозить. Затем я нарежу его на такие полоски и буду пропускать через мясорубку с решеткой 3 мм еще раз. Итак, прошло что-то около 2 часов. Мясо подмерзло в морозильной камере. Оно такое на ощупь жесткое. Сейчас я вскрою пакет и нарежу этот пласт фарша на длинные такие полоски, удобные для того, чтобы пропустить их в мясорубку.
Вот такими полосками мне будет удобно пропустить мясо через мясорубку с решеткой 3 мм. Мясо подморожено, я думаю, что оно хорошо прокрутится. Нарезанное на вот эти полоски мясо я прокручу через мясорубку с решеткой 3 мм. На всех этапах переработки мяса в фарш необходимо замерять температуру. Это очень важный принцип при составлении фарша для колбасных изделий. Нормальная температура не должна превышать 6 градусов. Это позволит избежать последующим проблем в виде бульонного отека. На данном этапе температура фарша у меня составила 0,2 градуса. После того, как весь фарш был перекрутен, второй раз я вношу специи. Вношу сырое яйцо. И добавляю подмороженное молоко. Молоко я специально подмораживаю для того, чтобы при вымешивании фарша не повышалась его температура. После того, как я тщательно вымешал фарш с специями, яйцом, молоком, я перемещаю его в чашу планетарного миксера. Вот такой насадкой я буду сейчас вымешивать фарш и добиваться состояния эмульсии. Сделать это руками достаточно трудоемко, поэтому на помощь приходит бытовая кухонная техника. Обычный твистомес прекрасно справляется с этой задачей. Постепенно увеличивая обороты, я за 5-7 минут добиваюсь нужного результата. Вот такой консистенции получилась эмульсия. Она эластичная, она тягучая, она ровная, при этом она сохраняет свою плотность. На этом этапе составления фарша после приготовления эмульсии критически важно проверить температуру. Вот сейчас на этом этапе у меня 1,5 градуса примерно температура эмульсии. Это в пределах нормы. И сейчас можно приступить к набивке колбасной оболочки. Оболочку я подобрал самого большого диаметра, 80 мм. Она целлюлозная, очень плотная. Я перевязал ее шпагатом с одной стороны и набиваю колбасным шприцом. Колбасный шприц у меня вертикальный, 5-литровый. Если у вас нет такого шприца, вы можете использовать насадку к обычной мясорубке. Набиваю достаточно плотно. Оболочка выдерживает. И таким образом я формирую батончики весом примерно до 1 килограмма.
Вот такие кабанчики у меня получились. Перекручиваю со второй стороны, максимально уплотняя оболочку. У меня есть помощница, благодаря которой я справляюсь. Ну, потому что у меня не 4 руки, а только 2. А в 4 руки это будет сделать намного удобнее. Вот такие 3 батончика у меня получилось. 3 килограмма фарша у меня поместилось в 3 батона. И сейчас я сделаю уплотнение, перевязав батоны шпагатом. Вот такая обвязка позволяет максимально уплотнить фарш внутри оболочки. Обвязку я делал с обоих сторон. Батончики получились упругие. И теперь можно приступать к тепловой обработке. Тепловую обработку я буду проводить в су-вид, поэтому батоны с колбасой я упаковал в вакуумные пакеты. И, используя вакууматор, откачиваю воздух и запаиваю все 3 батона. Следующий этап — это тепловая обработка в су-вид. Я наполняю пластиковую ванну-контейнер водой комнатной температуры, выставляю на су-вид кипятильнике температуру 68 градусов, это температура готовности колбасы, и время выставляю 3 часа. При таком диаметре 3 часа будет достаточно, чтобы эмульсия внутри оболочки дошла до полной готовности. Для того, чтобы колбаса не всплывала в процессе тепловой обработки, я оставлю небольшой груз. И накрываю крышкой контейнер, оставляю все это в покое на 3 часа. Ну вот для вас, пожалуйста, готовый результат. После тепловой обработки я охладил колбасу в ледяной воде где-то 25-30 минут и поместил на 12 часов в холодильник в вакууме. И вот сегодня я ее распаковал. И вот мы сейчас посмотрим, что у нас внутри. Колбаса плотная, режется очень хорошо, ни капли бульонного отека. Консистенция ровная, плотная, упругая. Вот это вот остатки воздуха, которые попали в фарш при вымешивании в планетарном миксере. Оболочка прекрасно снимается. Вот такую варенку можно получить дома, сделав ее своими руками. Очень просто. Если у вас нет су-вид, сварить эту колбаску можно просто в воде при температуре 80 градусов. Смотрите, какая эластичность прекрасная. Друзья, теперь вы точно знаете, как приготовить вареную колбасу дома своими руками. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Оставайтесь на Food Court, будет много вкусного и интересного.